Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале о вязании крючком. В этом видео я хочу показать, как обвязывала вот такое пластиковое кашпо. Оно обвязано джутом, столбиками с одним накидом. Начинаем с круга и затем поднимаем стенки. Вы сможете обвязать абсолютно любой размер кашпо, который у вас есть. Мы будем по ходу примерять к донышку, и также на стенках тоже будем примерять. И если у вас, как и у меня, кашпо не прямое, а расширяется кверху, да, либо же какая-то другая форма, здесь по ходу мы будем все изменять, да, расширяя либо сужая полотно с помощью прибавок или убавок. Об этом далее подробно покажу и расскажу. Вяжу я из джутового шпагата 3 мм толщина и крючок номер 4. Начинаем вязание с донышка. Донышко я вяжу столбиками с одним накидом. Для начала измерьте диаметр своего донышка. У меня это примерно 9 сантиметров. По ходу вязания вы будете примерять к донышку, сколько вам нужно еще набрать рядов, либо же остановиться или сделать меньше. У меня вот, допустим, в 3 рядах столбиками с накидом выходит примерно 10 сантиметров. Можно, конечно, заменить последний ряд на ряд какими-нибудь столбиками, которые поменьше, да, допустим, полустолбиками или вообще столбиками без накида, но я люблю, чтобы свободно лежала вот эта вот верхняя вязаная часть на самом кашпо, поэтому оставлю последний ряд тоже столбиками с одним накидом и выйду где-то примерно на 10 сантиметров. В кольцо амигуруми набираем 14 столбиков с одним накидом. Делаем 3 воздушные петли, сымитировали первый столбик, дальше делаем накид и заходим в кольцо, провязываем еще 13 столбиков. Проверяем, чтобы получилось 14 столбиков. Вот первый — это сымитированный столбик из 3 воздушных петель. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Затягиваем кольцо. И заводим крючок сзади вперед под первую верхнюю горизонтальную петлю. Вот она. Вот первый сымитированный столбик, вот второй столбик с накидом, и слегка правее от этого столбика вот верхняя горизонтальная петля, которая принадлежит этому столбику. А от сымитированного столбика мы сейчас сымитируем соединение. Заходим сзади вперед под верхнюю горизонтальную, забираем вот эту петлю, вводим ее назад. И получившейся петелькой обходим круг слева направо. Кончик от кольца амигуруми высвобождаем и затягиваем. Провязали первый ряд. Вяжем второй ряд. Во втором ряду мы делаем прибавку в каждую петлю предыдущего ряда. Если у нас в первом было 14, соответственно, в этом ряду у нас получится 28 столбиков с одним накидом. Начинаю ряд таким образом, делаю накид и завожу вот сюда, в первую верхнюю горизонтальную, куда мы присоединялись. Крючок, провязываю 2 петли и затем делаю еще одну. Вот так я имитирую столбик с одним накидом в начале ряда. Дальше сюда еще провязываем 1 столбик. Сделали прибавку 2 столбика в одну петлю. И вот так в каждую верхнюю горизонтальную петлю предыдущего ряда провязываем по 2 столбика с одним накидом.
Последнюю пару столбиков мы провязываем в место соединения, цепляем только вот эти две ниточки, которые лежат у нас спереди, как бы поверх полотна. Туда еще дальше не надо заходить. Заводим сюда крючок и вяжем 2 столбика с одним накидом. Обязательно перед соединением ряда проверьте, чтобы у вас везде было провязано по 2 столбика в верхнюю горизонтальную, всего 28 столбиков, и закрываем ряд. Верхней горизонтальной от первого столбика нету, поэтому ищем верхнюю горизонтальную от второго столбика. Вот он, и вот его верхняя горизонтальная. Вот она. Заводим сзади вперед, переводим петлю назад. Петлей обводим слева направо круг, кончик высвобождаем и затягиваем. Провязали второй ряд. В третьем ряду мы должны получить 42 столбика, потому что в каждом ряду мы делаем столько прибавок, сколько у нас в кольцо провязано столбиков. Здесь у нас начинаем с 14 столбиков, соответственно, в каждом ряду для равномерного расширения круга мы делаем по 14 прибавок. Прибавки с каждым рядом мы будем чередовать, да, интервал между прибавками у нас будет увеличиваться на 1 столбик. Если мы во втором ряду делали прибавку в каждую петлю, то в третьем ряду мы сделаем прибавку через 1 столбик и вяжем. Сначала вяжем столбик с одним накидом 1, дальше в следующую верхнюю горизонтальную провязываем прибавку 2 столбика в одну петлю, дальше снова 1, дальше снова 2. И так чередуем 1, 2, 1, 2. Провязываем до конца и встречаемся в конце ряда. И провязываю последнюю прибавку в третьем ряду. Провязали третий ряд, по кругу получается 42 столбика с одним накидом. Далее закрываем ряд таким же образом, как и предыдущие ряды. Провязали третий ряд. И на этом этапе уже можно примерить вязаное донышко к донышку кашпо. Кончик от кольца амигуруми пропустите между столбиками и просто его обрежьте. Такого диаметра донышка мне вполне достаточно. Я уже остановлюсь и сейчас будем поднимать стенки. Если вам нужно расширить круг, то продолжайте это делать. В каждом ряду мы делаем по 14 прибавок. Прибавки чередуем, с каждым рядом увеличивается у нас интервал на 1 столбик, да, между прибавками. То есть в третьем ряду у нас были прибавки через 1 столбик, дальше через 2, через 3, через 4 и так далее. И следите за тем, чтобы прибавки не шли друг на друга. Разбрасывайте их таким образом, чтобы они были между прибавками предыдущего ряда. И начинаем поднимать стенки. Стенки мы также вяжем столбиками с одним накидом. Делаю накид. И смотрите, ряд начинаю так. Вот верхние горизонтальные петли. Завожу под переднюю дужку, которая ближе ко мне, и прохожу тут же в раскол вершины столбика с накидом. Вот столбик, вот его верхняя часть. И вот сюда завожу крючок. Достаю нить, провязываю сначала 2 петли и затем 1. Провязала первый столбик в стенке. И так до конца ряда. Здесь мы не делаем никаких прибавок, убавок. И так вяжем до
конца ряда. По кругу у нас 42 столбика, да, столько столбиков, сколько в последнем ряду донышка. И подходим к концу первого ряда стенки. И там, где вот была точка соединения, помним, что здесь у нас 2 ниточки. Отодвигаем одну и проходим вершинку столбика. Так, и закрываем ряд аналогично, как в предыдущих рядах. Вяжем второй ряд. Второй ряд вяжется аналогично первому, за исключением того, что здесь мы уже не будем работать с верхними горизонтальными, а сразу будем проходить в вершины столбиков предыдущего ряда. Делаю накид и вот захожу в вершинку столбика, провязываю столбик с накидом. И так вяжу до конца ряда, и потом еще один ряд без прибавок и убавок по 42 столбика в ряду. Дальше у меня начинается такое плавное расширение в кашпо. И здесь я, для того чтобы хорошо полотно улеглось, я сделаю прибавку. Вяжем самостоятельно на необходимую высоту без прибавок и убавок. Примеряйте к своему горшку, смотрите, где вам надо, да, на каком ряду начать уже делать прибавки, либо же убавки. Все зависит от того, расширяется, либо же сужается у вас кашпо. И встречаемся наряду с прибавками. Я провязала 3 ряда без прибавок и убавок по 42 столбика с накидом. Сейчас уже самое время начать расширять полотно. Я буду делать только 3 прибавки в ряду. Для того, чтобы понять, через какое количество столбиков размещать прибавки, пользуйтесь формулой количество столбиков. Отнимаем количество прибавок, которые мы будем делать в этом ряду. Допустим, у меня 42 столбика минус 3 прибавки, да, то есть 3 петли я задействую для того, чтобы сделать прибавки. 42 минус 3 получается 39, и 39 делим на количество прибавок на 3. 39 на 3 получается 13, соответственно, через каждые 13 столбиков я сделаю прибавку. Если у вас более интенсивное расширение горшка, тогда вам нужно будет сделать, допустим, 5 прибавок, да, или 6. Тут уже смотрите и отталкивайтесь от вот этого радиуса расширения, да, какой, насколько он интенсивный и ярко выраженный. Я буду делать сейчас 3 прибавки, провязываю 13 столбиков с накидом и затем делаю прибавку. Итак, у меня 3 прибавки будет по кругу. 12, 13 и делаю прибавку в одну точку 2 столбика. Дальше снова 13 столбиков и затем прибавка. Закончится ряд на прибавке. Я провязала 4-й ряд. 4-й ряд с прибавками. У меня получилось 45 столбиков по кругу. Теперь каждый ряд мы примеряем вязаный чехол к горшку и смотрим, что нам нужно сделать: расшириться, либо же поднимать стенки прямо, да, не делая никаких убавок, прибавок, либо же у нас горшок идет на сужение и нам нужно сузить наше вязаное полотно. Сужаем мы
убавками, расширяем прибавками, поднимаем ровно стенки, просто провязывая столбик в столбик предыдущего ряда без убавок и прибавок. Здесь я вижу, что мне нужно провязать еще ряда 3 с прибавками, расшириться. 3 прибавки в ряду — это довольно такое мягкое расширение, и можно позволить себе делать прибавки в каждом ряду, поэтому следующие 3 ряда у меня будут ряды с прибавками. Разбрасываю я их таким образом, чтобы они не находились над прибавками предыдущего ряда. Вот, например, прибавки в 4-м ряду, в 5-м ряду, примерно где-то вот здесь я размещу прибавку. И опираемся на формулу, которую я ранее озвучивала, да, про то, через сколько делать прибавки. Я провязала еще 3 ряда с прибавками, примеряю к своему горшку. И вот остается совсем чуть-чуть. Здесь уже стенка будет подниматься прямо, без прибавок и убавок. Провязываю по кругу столбики в каждый столбик предыдущего ряда. И затем нужно будет добавить еще один ряд для того, чтобы получить вот такой нахлест, чтобы вязаное полотно укладывалось на края горшка. Поэтому провязываю столбики с одним накидом в каждую петлю предыдущего ряда. И затем встречаемся на последнем ряду. Будем провязывать последний ряд полустолбиками с одним накидом. Провязала ряд столбиками с накидом. Горшочек виднеется, поэтому, как я и говорила, нам нужно добавить еще один ряд для того, чтобы полностью перекрыть край горшка. Это будет ряд полустолбиков с накидом. Начинаем ряд полустолбиков практически так же, как и ряд столбиков с накидом. Делаем накид, заводим вершинку столбика предыдущего ряда и провязываем 2 петли на крючке вместе. Провязали первый полустолбик с одним накидом, его имитация. Дальше делаем накид, шагаем в следующую вершинку, 3 петли на крючке вместе, провязали следующий полустолбик с накидом. И так далее вяжем до конца ряда. Встречаемся в конце ряда, я покажу, как закрыть ряд и получить вот такую непрерывную косичку из верхних горизонтальных петель. Подходим к концу последнего ряда. И в конце ряда обрезаем ниточку, оставляя кончик подлиннее. Полностью высвобождаем нити из петли. Заводим крючок под верхнюю горизонтальную первую, сзади вперед, как и при соединении предыдущих рядов. Так. Нить полностью выводим назад. С изнаночной стороны вот сюда заводим крючок под перемычку и в центр верхней горизонтальной, откуда у нас выходит нить. И переводим нить к крючку, захватываем и выводим вниз. Подтягиваем, чтобы получить такой же размер, как и размер всех остальных косичек. И прячем просто между столбиками в произвольном порядке с изнаночной стороны. Вот такая непрерывная косичка у нас получается по верхнему краю. Остается только вставить горшочек внутрь чехла. Хорошенько укладываем полотно на горшок и получаем такие красивые, уютные горшочки. На этом все. Я очень надеюсь, что у вас все получилось, вы довольны результатом. Обвязывайте свои горшочки, привносите в ваши домашние интерьеры такой комфортности и уютности. Наполняйте дом ручной работой и подписывайтесь на мой канал, вас ждет очень много интересного. Пока-пока!